А кто пытается тут штатив мне свалить? М? Росик. Вон его сообщник сидит на шухере. Рос, пожалуйста, перестань. Перестань. Все. Всем привет, добро пожаловать к нам на канал. Меня зовут Виктория, а этого прекрасного молодого человека зовут Рос. Он пытается меня укусить. Мы сегодня с вами поговорим про парфюмерию. Естественно, независимо от того, есть ли у нас кот в кадре, мы все время говорим о парфюмерии. Мы, парфлюбители, никогда не станем таким человеком, которого спросят: а что ты хочешь? А он такой: да я не знаю, да я ничего не хочу, да сам не знаю. Мне кажется, вот нас ночью разбуди, спроси, что хочешь, и мы прям вот сразу же виш-лист парфюмерный озвучим. Мой виш-лист просто пополнился неимоверно. Я в шоке от того, сколько прекрасных новинок вышло в этом году. Может быть, конечно же, я подозреваю, они просто совпадают с моим вкусом, но это что-то невероятное. Я просто вчера ходила по парфюмерному, и я боялась подойти к новому аромату. К новому, в смысле, к новинке. Давайте обо всем по порядку. Я специально пережила ночь, чтобы все уложилось. На самом деле тут много будет, конечно же, того, что мне полюбилось, но будет и один даже парф-кошмар. Даже такое произошло. Давайте начнем с того, что я прям хорошо уже знаю. Я точно это куплю, когда у нас немножечко похолодает. Кстати, подпишитесь на мой телеграм-канал. Я там выкладываю все актуально. Прям вот тут же произошло, выложила. И мы собираемся сейчас в поездку на автодоме. И я буду туда тоже выкладывать небольшие такие кусочки из этой поездки. Так вот, начну я с того, что хорошо знаю, я поносила несколько раз, точно куплю. Первое – это La Vie Belle эликсир. Это первая La Vie Belle, которую я хочу. И, наверное, потому, что она не похожа на предыдущие La Vie Belle. Предыдущие были для меня все-таки слишком сладкие. Еще они были для меня какие-то такие, ну, прям узнаваемые, да, наверное. И еще мне казалось, что это вот, ну, слишком как-то, ну, сладко и просто. Для меня не было там какой-то вот глубины, которую я хотела. А в этом аромате она появилась. Но этот аромат для тех, кто любит кожу в ароматах. Там даже скорее такая замша. И он очень интересно стартовал на моей коже, у меня холодная кожа, и тестила я его под кондиционером, там было холодно. То есть я думаю, что на горячей коже этот аспект может звучать прям очень-очень недолго. Но на мне он где-то, ну, полчасика я его слышала. Это фиалковая пудра, причем она мне напомнила пудру из Миссия от Шанель, из бутиковой линейки. Вот чем-то она похожа. Но потом аромат раскрывается. Кстати, к этой пудре сразу же идет кожа. Вот она прям сразу чувствуется там в базе. Точнее, она в базе, но чувствуется сразу при старте аромата. Потом появляется малина, точнее, выходит на первый план где-то через полчаса, через час. Я чувствовала малину, но мне сначала казалось, что она прям сладкая, как малиновое варенье, но нет. Вот вчера я еще раз поносила аромат. Она скорее малина, перетертая сахаром, но свежая. То есть там есть кислинка этой малины и кожа. Аромат мне очень понравился. Он классный, и он звучит даже где-то ближе к нише. Такой к нише, которая носибельная. Еще очень мне запали в душу 3 новых аромата от Трусарди. В белых собачках они находятся. Давайте начну с того, который вот прям в самое сердечко. Это Чампака. Там длинное название, да, я сокращаю. Это правда как будто бы Чампака, вот это такая белоцветочность, женственность, кремовость и фундук. Это так неожиданно, при этом, ну, даже не фундук, а какой-то десерт с явным таким фундуком, ощущаемым фундуком.
Мне очень понравилось. Это как-то вроде несочетаемо даже звучит, на мой взгляд, но это такое ощущение, что вот я вышла из душа, и я нанесла на себя какой-то крем с ароматом чампака. Он такой, знаете, насыщенный, густой. Из ванны доносятся вот эти вот все ароматы мыла, геля для душа, шампунь. Все это очень дорогое, с белоцветочной отдушкой. И вот я, значит, такая села, и мне принесли десерт из фундука. Вкусный, такой немножечко карамельный, с явным ароматом фундука. Вот такая вот у меня картина. Поэтому это вроде бы несовместимое, для меня совмещается. Я вот его в этом Passeggiata, да, самый популярный аромат у этого бренда, ну, я имею в виду из их бутиковой линейки, вот он мне вообще не зашел абсолютно. Я там слышу какие-то дрожжи. А вот этот прям супер. Вот тут мне очень нравится фундук. Очень нравится. Обязательно тестируйте аромат перед покупкой, как бы вам сейчас не нравилось мое описание. Я обнаружила, что все три есть на рандеву в сэмплах, в пробниках, в отливантах, в целых флаконах, как хотите. И не забывайте про мой промокод. Он дает 10% скидку и суммируется со всеми акциями на сайте. 10 Victory. Clary Sage, мускатный шалфей переводится. Это вроде бы аромат, который не из моей оперы. Это фужер цитрусовый. Но здесь есть опять же база вот этих белых собачек. Она густая, она кремовая, она сладкая. Даже немножечко тут есть соли. Тут есть два таких интересных ингредиента. Амбретолит, орканокс. Вот они, я про них читала, они придают аромату такую и сладость, и немножечко соленость. Орканокс конкретно придает еще немножечко соли аромату. И вот здесь это чувствуется. Здесь как будто бы такой коктейль из грейпфрута. Туда добавлен мускатный шалфей и зелень, как вот что-то зеленое. Я не знаю. Но не базилик. Не базилик, здесь базилика нет. Тут еще пиктовый бальзам есть. Ну, может быть. Но у меня ощущение, что вот что-то зеленое, да, это такой очень полезный коктейль. Все это в блендере смешали, и туда еще щепоточку соли. Ну и как будто все равно в аромате есть что-то такое мягкое, сливочное. Вот я понимаю, что это может даже звучать как-то несовместимо, но это правда приятно. Вот это вот и есть талант совместить вот такое вот вроде несовместимое. Вот такой фужер я могу носить. Не надо, чтобы фужер был мягкий, немножечко со сладинкой, округлый. Вот это вот про него. И грейпфрут тут чувствуется очень хорошо. Не знаю, как насчет вот сезона, да, подойдет ли он вот сейчас. Не знаю. Наверное, для любителей фужеров сезон фужера всегда. Так, и последний аромат из этих собачек Се Дафодиль. Дафодиль, я его немножко по-испански прочитала. Это морской нарцисс переводится. Очень необычно. Правда, ощущение... Ну, вот я не знаю, честно, как пахнет нарцисс, но будем считать, что так. Тут, правда, чувствуется такой цветочный, тонкий аромат. Тут, опять же, немножечко есть фундука, но вот здесь прям чуть-чуть. Здесь просто ощущается какая-то ореховость. Здесь есть кокос, жасмин, самбак. Бессмертник тут хорошо чувствуется, причем на протяжении звучания всего аромата он придает ему немножко терпкости, свежести. Ваниль тут не перекрывает все, да, она не то чтобы прям вот такая сладкая и занимала все место. Нет, тоже очень интересный аромат. Немножечко он похож на чампаку, да, тем, что вот тоже белые цветы, но здесь намного меньше фундука. Вот в чампаке больше контраста между вот этим холодным, таким цветочным, свежим аспектом и вот этим десертным, фундучным.
Здесь более гармонично, более сбалансировано, здесь все на оттенках Се Дафодиль. Мне все 3 собачки понравились. Это просто какое-то разорение. Аромат, который тоже я хочу, но вот его еще надо мне поносить, потому что у меня сомнения. Это Мюглер, Мюглер Ангел, который я обычно не люблю. Господи, ты еще и моете на мне. Ангел, который я обычно не люблю. Малышек, иди вот сюда. Но здесь мне понравился. Там есть кокос. Там сохраняется вот эта вот сладость ангельская, вот эта вот этиль-мальтоловая сладость, но появляется кокос такой густой, сливочный. И вот мне понравилось. Надо поносить этот аромат на себе, потому что, ну, вдруг он как-нибудь меня начнет придушивать. Еще один аромат, который я точно куплю, я тоже его уже поносила несколько раз на себе, это Black Opium Over Red. Я его еще узнала и рассказывала вам о нем осенью, осенью говорю, господи, все в моей голове перепуталось, весной. Но он появился как раз вот уже теплело. В теплую погоду он, конечно, вообще не в тему. Поэтому я ждала, пока похолодает, еще до сих пор жду, на самом деле у нас тепло. И я собираюсь его тоже купить, мне он нужен. Это вишня в шоколаде, в таком горьком шоколаде, даже, знаете, есть такие конфетки. Там еще какой-то ликер или коньяк, я не помню, что-то алкогольное. И вот ты раскусываешь и чувствуешь вот этот шоколад и вишню. Классический Black Opium появляется. Да, он появляется там ближе к базе, но все равно вот на себе я продолжаю чувствовать эту вишенку. Еще L'Interdit Absolu. Тоже я его на себе поносила 2 раза, но знаете, что мне показалось странным? Что он как будто очень быстро слетает с кожи. Я не знаю почему, надо еще его тестить, но он меня заинтересовал. Там появляется лаванда, там есть ваниль, естественно, тубероза, но тубероза вот здесь вот не на первых ролях, она звучит со всеми вместе, оттенком, она тут вообще не в главной роли. Он такой пряный аромат, и вот с этими вот оттенками. Мне очень интересно его поносить. Я не помню, что там еще появилось, тут пирамиду прикреплю, но вот в целом пряный, с лавандой, немножечко с туберозой, с ванилью. Очень-очень интересно. Надо еще его носить, потому что мне все-таки кажется, вот его точно надо даже тестировать в холод. Сейчас было это вообще непонятно. Еще один аромат, который мне просто хотелось схватить, да, после того, как я его попробовала, и бежать на кассу сразу же. Но хорошо, что я это не сделала, если честно. У меня есть такое правило, даже вот если этот импульс очень сильный, внутри говорит, да точно, да вообще 100 миллионов процентов, берем, это наше. Не так я не делаю. Я вслепую удачнее покупаю, чем вот в этом случае. Это Барения от Эрме. Аромат на блотере вообще по-другому звучит. Вот я, когда нанесла его на кожу, я просто стала удивляться. Первый момент мне очень понравилось. Это что-то такое красно-ягодное, но при этом больше в сторону шиповника. И причем и цветка, и уже плода шиповника. Потом что-то древесное такое, очень необычное. Еще на блотере звучит какой-то такой аккорд специевый. Это, наверное, акигалавуд. И чуть-чуть пачули. Вот это то, как он звучит на блотере. На мне просто произошла какая-то экскурсия по другим ароматам. Сначала, вот когда я говорю первое, мне казалось, это что-то уникальное. Но потом я вдруг подумала, что вот эти красные ягоды, да, шиповник, мне на коже еще просто какая-то красноягодность слышалась, абстрактная, без выделения отдельных категорий ягод. И вот мне показалось в этот момент, что если бы Си от Армани решили сделать не сладкую, то это было бы похоже вот на этот аромат. В базе тоже есть пачули и вот тоже эти красные ягоды, немножечко с кислинкой бергамота. А потом я подумала, а ведь
от Faberlic есть Рената, которая как раз-таки не очень сладкая. И я все время не могла отделаться от этого ощущения. Ну, Рената, кстати, Faberlic очень хороший аромат. Он звучит не как какой-то сетевой, поэтому это не то, что, да, я хочу захейтить и сказать, что он звучит дешево. Нет, вот эти как раз красные ягоды, это прям такой довольно-таки дорогой ингредиент, поэтому не в эту сторону мысль моя пошла, а в то, что ну, у меня уже такое есть. А потом в конце дня я стала слышать пачули, похожие на пачули от Идиль. И я такая думаю, ну как же интересно этот аромат вот так вот и в одну сторону, и в другую сторону меня куда-то повел. Но как-то вот покупать его я передумала. Передумала именно потому, что я думаю, ну если я хочу Идиль, у меня такое настроение, я воспользуюсь Идиль. Если мне нужны вот эти красные ягоды с пачули, ну я возьму Ренату Фаберлик. А если захочется еще и сладких, то я возьму вообще Си от Армани. Там еще и роза. Ну, тут, кстати, тоже вот какая-то такая, ну, больше шиповник, не розу я чувствую. Вот такая история с этим ароматом. Поэтому он, конечно, классный, интересный, и я думаю, он очень многим понравится. Но вот мне, как человеку, да, у которого большой ольфакторный опыт, у меня прям была экскурсия по другим ароматам с этим одним. Вот, поэтому в итоге я рада, что я его не купила. Не знаю, может, когда-то мне все-таки захочется, но пока точно нет. Слава богу, у меня уже столько прям хотелок. Так, дальше давайте. Скандал Абсолю от Жан-Поль Готье. Он очень похож, честно говоря, на стандартный вот этот вот скандал. Белые цветы, медовость я чувствую. Похож на предыдущие версии. Тут есть инжир, да, что из нового. Но я, если честно, вот его отдельно не чувствую, но я еще удивилась, когда я его попробовала, аромат стал как будто бы посвежей, и мне это нравится. Тут осталась эта сладость, медовость, тубероза, или вот, ну, я ее тут чувствую больше как белоцветочность, да, это, по мне, так это мог быть и жасмин без индольности только. Ну, ладно, в общем, белоцветочность, мед, дерево, сандал здесь заявлен. И вот эта версия, она как будто бы немного полегче, посвежее. Не в смысле, что она какая-то прям быстро слетает, не в этом смысле полегче, а в том, что ну вот сюда добавлена вот эта вот фруктовая мякоть инжира. Или это ягода? Это ягода, по-моему, инжир. Напишите мне в комментариях, по-моему, это ягода. И мне прям очень хочется вот иметь вот такую версию, более для меня носибельную. У меня со сладкими ароматами не всегда прям все хорошо складывается. Новые ароматы вышли в линейке Aqua Allegoria от Guerlain. Мне понравился Santal Royal. Это, кстати, насколько я понимаю, это перевыпуск вот просто других флаконов. Потому что на фрагрантике сравнивают, что они очень похожи. Я, честно говоря, один раз только старую версию тестила, и поэтому я даже не связала. Но вот на фрагрантике пишут, что похоже. Здесь роза, здесь сандал, здесь ут, жасмин и кожа. Аромат мне понравился. Я вряд ли бы его купила на самом деле, потому что меня не отпускало ощущение, что я это где-то слышала. Причем не конкретно у самого Герлена, да, просто в другом флаконе, а не знаю где. Не знаю, но где-то я это слышала. Это роза с удом. Да, уже звучит, как будто бы мы это все где-то слышали. Кожа здесь мягкая, скорее замша, не громкая. Ну, он меня удивил, потому что я ожидала, что это будет сейчас что-то такое громкое, шлейфовое, оглушающее, а здесь больше все на оттенках. И он такой даже немножечко свежий за счет розы. Роза тут такая молодая, я бы сказала, роза. Ну, не старая. Не знаю, как объяснить. В общем, тут какая-то есть в аромате свежесть. И мне кажется, что это роза придает, да, какая-то вот она здесь не та, которая, например, у Фредерик Маль.
в портрете леди. Там такая уже зрелая роза, знающая, чего она хочет от жизни. Вот, кстати, вот эта роза, Росе Амира, вот это больше роза, которая из Фредерик Маля. Но этот аромат, у меня Фредерик Маль больше... Для меня Фредерик Маль это с портретом леди, со своим... С портретом леди. Он у меня больше такой шипр. И мне его сложно носить, потому что мне вообще сложно в шипрах. А здесь все-таки это восточный аромат. И здесь добавлена специевость. Здесь тоже роза, тоже пачули, но здесь может быть мускус тут другой, да, он вот, точнее тут мускус есть, и вот он придает какой-то специевости аромату. Все-таки это больше Восток, восточный аромат. Аромат, который, честно говоря, я прочитала пирамиду и захотела его потестить, но он оказался вообще не тем, что я ожидала. Здесь кожа, османтус. Из-за османтуса я хотела потестить. Табак, сандал и кедр. Первое, что я почувствовала, когда этот аромат вдохнула, у меня было ощущение, что я в доме, в котором давно жила женщина. Я не знаю, когда. Очень давно она жила. Вот она оставила там все свои сундуки. В сундуках одежда, ткани, какие-то старые, да. Может, они, и, скорее всего, они когда-то были прям такие дорогими. Вот, но сейчас оно все еще и покрылось пылью, какие-то специи. Может быть, там как раз у нее табак лежит. Османтус, он там лежал давно, он уже засох. Кожа у нее очень много, даже тут не кожа, а мне кажется, у нее очень много шуб, очень много и кожаных изделий. Но вот оно все очень давно в этой комнате уже лежит и покрылось пылью. Вот такой вот для меня это аромат. Ну, мне прям сильно не зашел он совсем. Но, я бы не сказала, что это парфюмерный кошмар. Я не буду отбирать это звание у другого аромата. Оставлю ему. Так, еще один аромат, который меня удивил, потому что я совсем другое про него думала. Это Juliette Хасаган Ex Vetiver. Я думала, что это будет что-то очень сильно похожее на Encre Noir от Lalique, но нет. Тут их роднит только то, что ветивер есть, и он ощутимый. Да, он чувствуется, но здесь есть цитрусовость, а еще я как будто тут чувствую нероли, но их здесь не заявлено. Потому что в аромате есть какая-то такая мыльная свежесть. В хорошем смысле слова мыльная свежесть. Дорогого мыла, неролиевого. И тут еще есть такой ментоловый холодок. Я не знаю, это в пирамиде не написано, что его может давать. Я думаю, что это какой-нибудь из видов ветивера. Тут же несколько видов ветивера заявлено. Вот он тут есть. И лимон. Лимон, кстати, в цитрусах. И я поняла, что вот в Бал де Африк дает такое, знаете, ощущение лимонного порошка. Вот здесь вот то же самое есть. Я думаю, это сочетание ветивера и лимона. Вот этим он породнился с Бал де Африк. Да, вот этим вот похож. А какая-то тут есть специевость, опять же, не заявленная. Вот этим он мне напоминает Bois Imperial от Essential Parfums. Да, вот такое вот сочетание многих, опять же, такая экскурсия. Но в целом это прям унисекс. Это носибельный ветивер. Аромат такой приглаженный, причесанный. Такой, знаете, жених пришел знакомиться с родителями. Вот прям такой аромат, да. Куда-то меня туда отсылает. Очень приличный. Не придерешься ни к чему. Очень классный аромат. И он, я думаю, будет иметь средний шлейф, но он стойкий. Вот у меня блотер до сих пор пахнет прям как свеженький. Я думаю, он довольно стойкий, но, опять же, да, не в жару, как обычно с ароматами, но шлейф у него вот будет средний. Может, даже близко к коже, вот что-то такое. Но мне кажется, этому аромату прям это и подходит. И такой каждодневный аромат. Я почему-то сказала про жениха, но он унисекс. Унисекс абсолютный. В нем даже есть какая-то сладинка.
Не знаю, что ее придает, но не прям какая-то сладкая ваниль или сладкая база, ну что-то вот такое есть, да, вот я бы его смогла носить. Мне просто надо, чтобы в аромате было что-то хоть немножечко сладкое, теплое, иначе на мне это просто гремит невыносимо. Так, и еще один аромат «Дикое сердце», Киофо. Не уверена, что последнее слово я прочитала и первое правильно, это французский. Живанши Wild Hat. Здесь вот есть по-английски перевод. Этот аромат мне сразу что-то напомнил. И я вспомнила только дома. Это очень напоминает у Kilian, помните вот эти вот их шары? У меня есть такой. Это After Sunset. Тут тоже есть в начале черная смородина. Роза, 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 роза. Очень много розы. Тут есть еще базилик в верхних нотах. Но вот я его не чувствую. И слава богу, мне все-таки не нравится, когда базилик, прям, знаете, как из салата звучит. Мох и пачули. Да, пачули здесь, не мускус. Вот эта пирамида очень похожая на Kilian After Sunset. Очень сильно похожая. Я сразу узнала этот аромат. У меня он есть. Мне нравится, но у меня есть, поэтому вот это вот мне не очень интересно было. Так, и два аромата, которые я даже не взяла сейчас сюда, потому что это мой парфюмерный кошмар. Один из них. Сейчас все объясню. Как-то начала. В общем, речь идет про Devotion от Dolce Gabbana. У них, как вы знаете, есть Devotion и Devotion Intense. Вот версия Intense – это мой парфюмерный кошмар. Devotion. Кстати, а как это переводится? Преданность, посвящение, набожность. Серьезно? Ну ладно. В общем, в классической версии, назовем ее так. Представляете, меня уже ругали, что я классическая версия говорю, а не флагман. Что за люди вообще? В общем, в классической версии лимон, панакота, цветок апельсина, ром и ваниль. Я его носила. У меня есть пробник. Мне он показался таким, ну, довольно сладковатым, чересчур сладковатым. Но я его носила. Я поняла, что мне не нужен флакон, что вряд ли я захочу. Ну, лимонный пирог. Ну и ладно. Не захотелось, в общем. Мне показался даже немножко приторным. Но когда я попробовала Intense, вот тут я поняла, что такое приторность. Я вот даже говорю, мне прям плохеет. Я не знаю, я любитель вообще сладких ароматов, но даже для меня это чересчур. Там убрали цитрусы, там добавили фундук, но я не слышу фундук там. Ну вот правда. Для меня просто, если тут хотя бы была немножечко свежесть из-за лимона, то там сразу же в тебя эту приторность кидают, и она на тебе вот так вот лежит и давит на тебя. Причем я не отличаю там оттенки. Для меня вот просто это что-то сладкое, приторное, какое-то вот аж зубы сводит, вот до такой степени. Я просто не ем сахар, но, естественно, я ем сахаросодержащие, не сахаросодержащие, как это, с фруктозой, да, что-то, фрукты. Господи, что я говорю? Я ем фрукты. Все равно сахар, он содержится натуральный в каких-то продуктах, и это я ем. Вот. Иногда я могу поесть, допустим, круассан. Нормальный, обычный, человеческий, там тоже есть сахар. Но вот есть десерты, знаете, такие всякие пирожные с кремом, с какими-нибудь взбитыми сливками, которые вот эти вот тоже с сахаром. Я не могу. Мне прям плохо становится. Я не чувствую никакого вкуса, я просто чувствую жир и сахар вот в этих десертах. Это не сразу такое произошло. Это где-то после месяца отказа вообще от сахара. Я попробовала такой десерт, и я не смогла есть, потому что мне правда невкусно. Я чувствую приторность и жир вот в таких десертах. И не могу их есть, и не хочу.
Вот, и здесь, вот в этом парфюме я примерно такое же чувствовала: приторность и жир. Вот как будто жир смешали с сахаром, с большим количеством, и нет никакого там оттенка, да, там ни лимона, ничего там нет, никаких орехов я не чувствую, просто приторность. Сколько я раз сказала приторность? Ну, это кошмар. Ну, это лично для меня, да. Опять же, я понимаю, что у кого-то этот аромат может вызывать другие эмоции. Они даже в версии Intense не написали, что тут есть вот этот вот панакота, да. Ну и бог вам судья, так сказать, что не написали, потому что там тоже чувствуется это, как будто бы из из лимонного пирога убрали лимон. Ладно, окей, все. Вот, друзья, вот такие вот новиночки. В итоге, да, в моем виш-листе 5 ароматов, 3 из них нишевые, 2 из них люксовые. Еще, может быть, туда попадет все-таки... А, нет, еще же 2 есть. Скандал Абсолю. И еще же я хочу, может быть, еще пока не уверена, Линтерди Абсолю. Это ж тогда у меня будет уже 7. Ну уж я не знаю. Ну, что-то из собачек мне точно нужно, хотя бы в тревел-версиях. И точно я куплю La Vie Belle эликсир и точно куплю Black Opium Over Red. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на телеграм-канал, там много всего происходит интересного, и еще произойдет столько же, да нет, больше произойдет, что я говорю. Вот. Ставьте палец вверх и пишите комментарии обязательно, какие вы новинки уже тестили, что хотите потестить, может быть, что-то я упустила. А что еще? Нажмите на колокольчик, это тоже важно, чтобы вам приходили уведомления. Все. Всем спасибо, всех целую, обнимаю, всем хорошего настроения, всем пока-пока.